О, какие тучи. Я тут огурцом перекусываю. Есть уже охота. Два огурца у нас осталось. Один я ем, один останется Андрею. Сейчас доем. Андрей пошел уже. Там вода закипела, закидывать, покушать, сварить. А я сейчас пойду еще дров принесу. Огурец съем. Не знаю, видно ли вам буржука. А, все, убежал. Сидел прямо тут. Вот возле этих дровишек. Только я успела щепки принести, и дождик пошел. И гром грохочет. Походу будет сейчас ливень. Андрей быстрее за водой пошел, пока дождик еще мелкий. Вот, а у нас там, я уже показала, в котелке прям в печке еда варится. А я сейчас буду вот эти ломать, чтобы их, пока дождя сильного нет, затащить в баню, чтобы они не мокли. Снимать не буду, вообще снимаю мало всю эту работу, потому что очень тяжело. Ну, нет, некуда телефон ставить, невозможно. Штатива-то нет. Пока 3 часа его пристраиваешь. В общем, ладно, не буду объяснять. Короче, снимаю минимум сегодня. Все, дождь пошел нормальный такой уже. Грохочет знатно. На улице дождь, а я вот сижу тут с приоткрытой дверью, потому что уже жарко тут в этой бане. Слежу за едой. А Андрей пошел наломать веник можжевеловый. Там дождина идет. Такой, знаете, противный. Не ливневый, а противный такой. Мелкий, но частый. Ну, сейчас, может, протянет. Кипит потихонечку. Значит, не надо подкладывать пока дровишек. Нормально. Чищу лук. Там мы уже сварили общими усилиями, так сказать. И Андрей там смотрит сейчас за чайником на чай. Воду поставили. А я пришла тут лук почистить. Сильно не получается снимать, но что поделать. Не до съемки, честно говоря. Хочется снять, потому что мне же потом самой хочется все это посмотреть, вспомнить. Ну реально некогда. Ну и особенно очень тяжело ставить вот телефон, потому что не на что его ставить. Короче, сейчас лук почищу, сейчас там чай закипит, и мы будем наконец-то вкусно кушать. Уже в желудке ужасно сосет, так есть охота. И после бани здесь вообще прям холодно, потому что там уже нагрелась баня, сидишь там, пот с тебя сходит, пока следишь за этой едой. Вот, а сюда пришла, то еще дождь прошел, еще окно же это выбито медведем. Холодно. Так, рассказываю, какой у нас суп. Расскажите, какой у нас лук сначала. Лук уже мои зрители этот знают, я его уже не раз собирала. Дикий лук. Суп у нас, в общем, рожки, овсянка, которая твердая, нечищенная, как она правильно называется? Зерно, наверное, овсянки, я так понимаю. Овса. Лошадка же должна есть овес. Ну и это. И сыр. Картошка, которая заварная, она сильно пересоленая. Мы решили ее вместо соли сюда добавить чуть-чуть. И еще такие сырные твердые шарики, соленые. Угу. Мы его сюда тоже покрошили. И вот такой у нас суп получился. Сидим, едим. С диким луком, с хлебушком. Хлеб пока у нас есть, 4-й день еще только у нас, походу. Завтра будет 5-й, завтра к вечеру тоже, наверное, будем доедать последний хлеб, который в зимовье остался на заброске. Потому что дальше он уже будет уставший.
Ну, если, конечно, Виктор догадался посушить его. Вот таежники сухари. берут хлеб. Я хлеб вообще не беру в походы. Не, ну когда заброска не на себе, почему бы нет? Ну, я имею в виду в длительные походы. Там короткие-то можно взять. Вот в Ергаке можно взять в начале. Там несколько дней его есть. Дня 4-5. Ему ничего не будет. Пока я сейчас болтаю. Да. Да, разговаривайте, все нормально. Мне Суп нравится, идет. мне нравится с Заметно. тобой разговаривать. Зрителям тоже нравится, они говорили. Угу. Ну что ж, уважьте зрителя, а я котелок уважу. Так хорошо поесть жиденького, горяченького. Особенно когда холодно, погода дождливая. Что-то камера как-то выбеливает с окна. Свет падает сильно, видимо. Сейчас пока Андрей пошел за чаем, я тут шучу. Лучок. Ой, как хорошо-то. Потом еще банька будет. Шикардос. О, что у меня есть? Сэкономленный сникерс. 4, да? 4-й день же мы сегодня, получается. 4-й день в походе я сникерс сэкономила. Таскала его все эти дни. И вот сейчас мы его со смаком, с Андреем съедим, с чайком. Смаку не давай, только мне и себе. Вот такой видок из таежной избы. И вот так вот сушатся мои бродные тапочки. Мишаня, говорят, вышел прям в это окно и вынес вот его. Дверь его не устроила. Вошел через дверь, вышел в окно нормально. Ой, сейчас вот наелись чая, по-моему, даже я красная немножко. Наелись, чая напились. Теперь вообще делать ничего не охота, хочется пузом кверху, короче, валяться. Ну, там баня скоро уже дотопится. Будем наконец-то мыться, париться. Ой, как хорошо в бане помылась вообще. Напарилась. Вышла из бани, а тут такой дожди налило сильный. Сейчас уже прекратился. Можно было полоснуться под ним. Но я уже все вытерлась и чистая оделась. Хорошо так после стольких дней попариться в баньке. А потом еще в озеро в холодное забежать. Вообще класс. Сейчас только остывать начну и замерзну, потому что холодно. Извините за такой сумрак, но тут в баньке. Ой, в баньке. В избе окно вот так закрыли от комаров, от всяких мух. И теперь темно вот так. Пытаюсь сейчас подсветить. Вот, намылась так хорошо, вы не представляете, реально. Блин, в таких условиях баню принять, это что-то с чем-то. Единственное, что волосы очень долго у меня сейчас будут сохнуть, потому что на улице прохладно, влажность высокая. И это плохо, волосы длинные, мне хочется в спальник закутаться, он пуховый, я не могу, потому что волосы мокрые, он будет мокрый спальник. Кофта тоже уже от волос мокрая, сейчас пока просохну. Вот это минусы. Все остальное плюс. Вот сейчас там Андрей моется, сижу, пытаюсь хоть как-то согреться. Сейчас куртку, наверное, надену. Выиграл тут и ходит. Во, раз сразу 6, а у меня вот только 8 есть. Раз 6, у меня вот только дама есть. Что, не кончились патроны? Да. Повезло мне, отбился еле-еле. Дама. Нету.
Ну, еще один туз. Не, не дам туз. На 7. Ну тогда отбой. Выиграли вы меня. Ходите. У вас карт меньше, поэтому победили туз. На 8. И у вас 2 козыря вы меня выиграли. Ура! Меня опять победили! Сидим в избе, играем в карты. А на улице распогодилось. Солнышко выглянуло. Тучи все куда-то испарились. Но кусты все мокрые. Куда-то ходить не хочется по этим мокрым кустам. Тем более, что мы такие намылись все. Но вон волосы еще до сих пор не просохли. Я все жду, когда они высохнут, чтобы расчесаться. Ой, как хорошо-то на солнышке пригревает. Так вообще здорово. Время 9 час. Мы, наверное, уже скоро спать будем. Такая у нас обстановочка. Я тут фонарик повесила свой. Мы еще даже не стелили, конечно, еще рановато. Что-то так холодно, что мы решили печку затопить. В бане тепло, так хорошо после того, как помылись. И решили, что здесь тоже надо печку затопить. Андрей там дрова сейчас принесет, которые у нас остались, которые мы заготавливали. Вот такая изба. Сейчас уже темно, плохо видно. Завтра еще, может, покажу ее поподробнее перед тем, как уходить. Сейчас печку затопим. Потом ужин будем готовить, поужинаем. И пораньше ляжем спать. Завтра у нас тяжелый день, весь день идти. До того зимовья, где мы оставили рюкзаки. Мы там пообедаем. И потом дальше пойдем до другого зимовья. Иди скорее, смотри, там закат на озере красивый. Солнце. Мне печь. Ну давай, Я не могу. давай я пока подальше похожу. Ты же главное сделала, огонь добыла. А я уже сейчас дальше смогу. Сейчас она еще маленько нагорится, потом дальше. Ясно, понятно. Коней на переправе типа не меняют, да? Рано еще. Специалисты. Не то, что некоторые. Ну, хотела сказать, у меня опыт. Смешно, да? Почему? Не смешно. Вышла на улицу, комары. Ай, опять началось. Но тут такая красота. Солнышко уже садится. И мне нравится, когда вот такое вечернее солнце вот так вот горы подсвечивает. Вон моя тень. Привет, это я. Еще вот эти вот тучи, которые нависают над горами. Пики закрывают. Красота. Банька на фоне, на всем этом. Вообще шикарно смотрится прям. Горы и цвет такой солнечный, красивый, вечерний. Сейчас солнце совсем начнет садиться, наверное, вообще будет красиво. Оно, кстати, вот-вот уже сядет вот за эту гору. Просто жесть. Надеюсь, видно, как вокруг меня летает просто дофигища комаров. Не знаю, видно или нет на камере. Блин, всю сожрали. Это я сняла капюшон, чтобы фотку на фоне избы сделать. И все, меня просто сожрали. Вот, например. Блин, сейчас пока снимаю лицо, все сжирают. О, вся в комарах просто облепленная. Они прям через штаны грызутся. И прям вот в ботинки даже залетают. Тем временем солнце уже почти за гору село. Смотрите, как красиво. Вообще. Вот так вот, кстати, наша избушка выглядит с той стороны, с которой мы окно завешали.
И сейчас там топится печь, но дым такой, знаете, который не видно. Марево, который такой. Поэтому не создается впечатление ожившей избы. И меня тут просто заживо уже съели эти комары. Ой, я вот сейчас вот я вижу, что видно комаров. Вообще. Даже вот невозможно, ну, в руке держать селфи-палку или что-то делать. Они просто прям тучами облепляют. Это вообще какая-то жесть. Красиво. Птички поют. Печечка горит. Чайник на печи стоит. Чаек там греется. Сейчас кашку заварим. Ай, как хорошо. Вот он, таежный быт в избах. Так вот все выглядит. Мы решили просто кашу заварить и все. Ничего варить не будем. Мы, во-первых, не сильно-то есть хотим, потому что после обеда мы не напрягались особо. О, какая красота, смотрите. Солнце вообще практически село. Чуть-чуть осталось. И прям вот в эту ложбинку садится между гор. Класс. Смотрите, как красиво. Я говорю, в самую дырочку сядет. Ну, кусочек такой торчит, солнце. Здорово. Ну и горы тоже, смотрите, неплохо освещены. Ну, Уже солнце сядет, а горы еще будут. да, горы вообще вот в этот момент, когда солнце садится, они прям какие-то становятся необычные. Шикардосно все так. По-моему, кипит. Только там все светло-то нету. Фонарик О, у там. нас как Печь большая греется. позволяет. Да, прям внутри печи. А если на печка, то будет сильно жарко зимой. Здесь, да, здесь вода у нас греется. А тут плохо видно чаек. Вот там туман собирается. Такое после закатия шикарное просто. Вообще. Иногда даже после закатия намного красивее, чем закат. Красотища. Вышла зубы почистить и в туалет. И тут еще красивее стало. Время 11 час примерно. И прям такой туман стелется. Мне кажется, он до сюда дойдет, но мы уже будем спать. И вот над озером тоже туман. Красиво. На самом деле намного темнее сейчас. Просто телефон, как всегда, высветляет. Но зато красоту видно лучше. С баньки иду, там еще теплая вода оставалась, и банька еще прогретая. Я зубы там чистила. Андрей уже спит, он всегда рано ложится, гораздо раньше меня. Ой, я вот вышла и такую красоту еще видела, решила для вас поснимать. И прям окончательно еще и замерзла ко всему. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Идет помывка Алины и чистка зубов. Это с такого большого этажа. В избе дубак, на улице тепло. Ах, хорошо, как бодрит. Водичка вообще ледяная прям. Хорошо в деревне летом. Смотрите, что я нашла. Видите? Мишаня побаловался. А все почему? Потому что банка была не обожжена и привлекла запахом своим. Тут вот мусорка у них вот такая. Они туда скидывают мусор. Вот банку туда скинули. Медведь ее оттуда вытащил. И вот так погрыз. Марафет утренний навожу. Сейчас мы позавтракаем, соберемся
И пойдем уже на то зимовье, где у нас вещи. Будем идти примерно до вечера туда. Вот сейчас костерок сделаем. Водичку поставим, кашку сварим, чаек. О, да будет свет. И остатки роскоши стоят. Вот бутылочки. Клубника с сахаром. Глоточек остался. Такая обстановка в избе. Я вам обещала сегодня показать. Хотя до этого уже показывала. Все простенько. Куртка моя висит. Такой, кстати, стульчик. Вот этот мы, кстати, в лесу нашли. Принесли с собой. Решили тут оставить. Он очень теплый. Может, кому-то пригодится. Повесили у печки его просушить. Такая печка вообще хорошая оказалась. Это наши шмотки висят. Мы их заберем. Тут умывальник даже есть с тазиком. Немножко дровишек. Ну, дровишки еще вот здесь есть. Вот, например. И вот тут нормально так дровишек. Мы их дрова не брали, потому что с дровами тут тяжело. И они должны желательно здесь быть, особенно зимой. Такие лампы мне нравятся, старые. Не сейчас, которые новые продают, а именно непонятно каких лет. Ну, чердак уж я не полезу там. Ну, этот вид я вам уже много раз показывала. Удобно, что тут озеро прям рядом. И из баньки можно выпрыгнуть в озеро. И вода рядом всегда. Хорошо. Жучара на меня прилетел и сел, такой сидит деловой. Нет, вон жук. Такая плита у нас тут. Сейчас быстро вода закипит. Поставим гречку вариться. Водичка закипела. Гречка, гречечка.
Вот, скоро гречечка будет. Покушаем. О, завтрак и обед у нас, короче. Остатки сыра, перец, огурец. Там еще чаек будет. Тут у нас гречка с гречкой, с грибами и с картошкой заварной. Ну, кстати, вкусно получилось. Такой микс своеобразный. Вкус хороший. Вот, а я пока снимаю, Андрей уже полкотелка отхлебал. Не полкотелка, 1/3 только. Снимем пробу наконец. Лучше на язык. Да, для меня пересолено маленько. Ну, у вас есть зелень? Горячая. Вкусно, но горячо очень. Типа супчика такого получилось. С бульончиком. Так, у меня там жук какой-то в волосах. Ну, это этот, блин, стригун. Ага, вон он сидит. Еще возмущается что-то. Ну-ка. Дошло время до чая. Изюм. Чаечек. Пастила фруктовая. 1 на 2. Пара печенек. И у меня тут еще ягодки чуть-чуть осталось. Это самый смак. Вкусняшка. Андрей сказал, не хочет. Все, мы наконец-то собрались. Время 2 час. Вот рюкзачок лежит. Пока, Банька, спасибо за приют, за помывку. Пока, изба. Костерчик мы потушили. Полностью потушили. Вообще даже не дымит. Так что в случае чего мы не виноваты. Все оставляем в полной чистоте. Там Андрей пошел еще подмести. Баньки мы еще вчера подмели. Все стали чисто, аккуратно после себя. Вот такой мы оставляем избу. Все чисто, аккуратно. Дрова как были, так и есть. Мы ни одной дровишки здесь не взяли чужой. Такая чистота. По-моему, даже чище, чем мы пришли. Андрей только что везде подмел. Мы все по местам разложили. Порастаяли. Все везде чистенько. Кстати, раму, которую медведь вынес, мы ее там с той стороны поставили так, чтобы она не оцелевала там, под дождем не стояла. Вот здесь мы дрова тоже не брали, не трогали. Ни одной дровины, даже наоборот аккуратненько все сложили. Здесь тоже подмели, как получилось. Ну и вот такая чистота после нас. Да-то я просто забыл переобуться. Вот Андрей по тайге пошел в шлепках, потому что жарко. Потому что потом брод бродить, переобуваться. Он решил в шлепках идти. Вот, так что потом не говорите, что одна я по тайге в чем попало хожу. Настоящие таежники могут в чем угодно в тайге ходить, а не только в сапогах и каске, так сказать. Как надоедает или путь становится более сложным, так и переобуваемся, переодеваемся. Поэтому я в тайге часто хожу в тапках, шортах и майке, потому что, например, жарко. Как только начинают заедать вот эти вот, тогда упаковываешься уже, идешь, терпишь. О, Мишанины следы. Только что укусил. О, кстати, тут Мишанины следы и туда вот идут, и обратно. Не, они... Вот это что за зверь, как называется? Это овод. Они легко подпугиваются, они больше мешают, летают вокруг, жужжат. Да? Да, да. А вот слепни, те не церемонятся. Те сразу кусают, больно. От тех вообще не скроешься. Вот он больше мешает. Бабочки красивые. Синенькие такие. А мы тут обходим маленько. Бродик небольшой.
шли по мордохлысту, по болотистой местности и вышли на ту поляну, на которой пару дней назад перекусывали, когда в ту сторону шли. Красота такая, речка. Это, видимо, вот про этот брод говорю, вот отсюда и пойдем. А, вот здесь? Вот здесь серединка, но она вроде чистая. Ну да, здесь вот Потому кажется, что там вот под берегом, где я хотел, там глубже слив. А здесь она как разлита река. И вот даже вот чуть выше от избы надо начать. Ну не выше от избы, а здесь начнем покруче сначала, а потом наискосок. Что, идем, готовимся? Ага. Сейчас бродить будем вот эту реку. Река Чая, в которую мы туда бродили, где ледяная вода. Вот так воды мне было. А сейчас мы нашли место, где вроде бы можно пониже перейти. Блин, зажрали уже. Останавливаешься, комары, оводы тут же зажирают. Невозможно. Надо двигаться постоянно. Пока двигаешься, они так не жрут. Они летают вокруг тебя, но мало кусают. А как только остановился, тут же нападают. Я как и залез, я буду сверху. Давайте. Уже ноги мерзнут. Так, надо как-то взяться так, чтобы конкретно. Блин. Ну вот сюда надо фото взять. Да, здесь пониже. Она, конечно, даже пластик не долезет. Не подкатался. Не плавал. Нормально. Даже майку не замочила, хорошо. А там-то я шла вот так, и мои. Пластик тоже не замочили? Нет. У меня сейчас ноги отстегнутся. Опа. Что сейчас будет? Ноги отстегнутся. Выдернул просто из воды. Вот потому что ж комары кусаются. Комар не велик, стоять не велик. У нас перекур. Остров среди болота. Идем по болоту. Что-то замучились по нему идти. Решили чай попить. Угу. Легче. Чем в себе лучше, ой, чем на себе лучше в себе нести. Да. Надо освободить место в рюкзаке. Вот по такому болоту идем. Ноги проваливаются, утопают, такие кочки болотистые. И плюс еще карликовая березка, потому что вдоль берега нет вообще тропы никакой. Мишаня, она только там была, я видела следы, снимать не стала. А так вот идешь, где по пояс, где повыше, где пониже, карликовые березки. И тут видно, что кое-где, может, зверь какой ходил. И кочки такие болотистые с водой. Зато вид какой шикарный. О, здесь сейчас полегче будет идти. Ага. Можно было, наверное, тут перейти. Хотя мы тоже бы... Да, так же перлись бы там по болоту. Единственное, что по грифке идти удобно без болота. До туда надо было пойти, потом по грифке, на другой раз. Иду пока вдоль речки вниз спустилась. Здесь полегче идти. Я думаю, недолго я так пройду. Там уже прижим такой хороший. Придется опять наверх в болото подниматься. Зато виды какие красивые. И у речки идти приятней, прохладней. Сегодня, кстати, видите, жара. Хорошо, тепло. И мухи кусают, и комары, и оводы. Все равно хорошо. Вот здесь уже нормально прижим, я, наверное, не пройду. Сейчас попробуем. Не, пройдете еще пока. Там уже вот дальше, где ветками заросло, там уже не надо. И здесь придется подниматься. Однозначно. Вот где удобно, там поднимайтесь, конечно.
Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы это вы тут делаете? это вы что тут делаете? Я-то ладно в сапогах по болоту хожу. А вы-то что тут ходите? Во какой куст багульника. Почти везде отцвел, уже мало где цветет. И тут вон какой кустяра. Обалдеть, шикарный. Ура! Мы наконец-то вышли на промысловую дорогу из этой жопы. И вот иду воды набрать в реке, чтобы с собой было попить. Тут водичка чистая. Ой, хорошо-то как. Виды-то какие шикарные. Ой, в таких местах вода самая вкусная. Сижу под деревом, передыхаю, пью водичку. Вот там вот такая красота вдали. Речка, чая, горы. Представьте, вот в этих местах когда-то люди жили, вот эти промысловики. Сейчас уже много лет все это кануло в воду, так сказать. В такой красоте жили. Мы даже тут рассмотрели, что тут кладбище было. Не знаю, видно ли будет. Вот где-то там крест стоит. Видимо, кладбище там было. И где-то там еще штольни Андрей разглядел. То есть когда-то здесь люди жили, работа кипела вовсю в таких красивых местах. Сейчас дикие места абсолютно. Никого вообще нет. За много-много километров отсюда. Никакой цивилизации. У нас тут опять бродик. Такой небольшой. Но, чтобы мне не переобуваться, Андрей сейчас в рюкзак перенесет, потом меня. Дольше переобуваться просто будем. Красотища-то какая. Везде красота. Любоваться и любоваться. Смотрите, какой тут лес шикарный. Вот оттуда мы пришли. Спокойно, я сам боюсь. Глубина тут такая нормальная. Кажется, что не глубоко. Просто сапоги маленькие. Комары сразу. Нет, может, погода есть плохая одежда. А, все. Все. Я думал, вы скажете, видели из 8. О, волчара. Бежал тут. Вот еще. Вот еще. Короче, куда туда бежал. Опять бродик небольшой, но я думаю, мне кажется, я тут по краю могу пройти или нет. Хотела по краю попробовать, Андрей говорит, нет, типа я не пройду там. Ну ладно, не будем рисковать. Раз меня хотят прокатить, пускай катают. Битый, не битого везет, битый, не битого везет. Давайте тут спрыгну. Да не, мне, наверное, легче так. Короче, нравится Андрею меня катать. Да, Андрей? Вообще.
дальше два болота. О, какой следик. Волчарский. Хороший. Вот лось. Вот мы находимся в восточной Гольца и Нептук. И Нептук в переводе с венкийского наперсток, как мне говорили. Также вот там вот прогалинка вправо, это там озеро Сектамур тут недалеко, есть речка Сектамур, впадает в Чаю. В общем, которые ребята увлекаются подводной охотой, тоже слышали, что они, говорит, там с ружьями ныряют, кого-то добывают. Сам не был, не знаю, врать не буду, но люди так говорят. Чая сама вот так направо заворачивает и пошла в сторону Лены. Мы на Ленском покате, не на Байкальском. Вывожу оттуда, куда завел. А то, говорит, завели и бросили. Выводим обратно. Я такого не говорила, не надо. Я наоборот говорю, заводите еще глубже, глубже меня заводите. Понял? Ладно, хорошо, завтра пойдем глубже. Покажите мне побольше зимовий. Я говорю, это мне интересно и зрителям интересно. Правда ведь? Мишаня как-то странно шел. Кусты. Тут дорога промысловая, можно по дороге идти. Он как будто сторонился как-то. Вот они, следики. Плохо видно, но они есть. Все, мы пришли. Пришли в избу. В той, в которой оставляли свои вещи. Сейчас будем решать, что дальше делать. То ли тут ночевать, то ли дальше идти. Вещи забрать и идти дальше. Глянем, что там в избе. Здесь кто? Нет никто. Шмотки все наши на месте. Вон он, мой рюкзачок. Еды завались. Ладно, закрываем. Никого нет. Мы, короче, решили с обед приготовить, покушать и дальше двигать. Так, у меня 3 радости. Первое. Это я наконец-то добралась до своих очков. Моей ошибкой было то, что я их не взяла с собой в этот переход. Второе. Это то, что здесь сохранилось ягодное варенье, которое ягода пересыпана сахаром. А третье, возможно, я сейчас пойду в озере искупаюсь. Но это не факт. В озере, а в речке? Ну, в речке, да, в речке. Это будет отчаянный шаг искупаться в чае. А, нифига, я тут сразу провалилась. О, вода-то холодная. Кашик такой. О, здесь вообще типа родника. Сейчас вот здесь буду набирать. О, вот там вообще даже лучше набрать. В общем, тут муть такая, ил и сильно грязное дно. Не на речке, потому что Да, какое-то это не болото речка, перед а рекой. типа болото. Решили не рисковать. Решила я не купаться, потому что я еще больше замораюсь, чем искупаюсь. Андрей говорит, там какая-то будет речка, да, когда мы пойдем? Да, мы когда придем на ночевку, там будет Няндыни, там горная река, там искупаться можно. Вот там вот и попробую искупаться. А тут, По короче, температуре она не намного холоднее, чем это. грязная. Так бы я искупалась. Вот так вот, где-то в таежной избе вот такие девушки в очках темных режут хлеб. Это просто вообще нереально. Мне скажут, да ты не в тайге была. Я думаю, на камере должно видно, сколько тут мошки и всякой лабуды. И мне все время говорят, как ты вот по тайге ходишь в майках, там в чем-то. Я просто, во-первых, терпеливая к насекомым. Вон аж под глаз укусил. А во-вторых, меня кусают мало. Ну, не так, как некоторых зажирают. Вот белокожих, например, их сильно едят. А я смуглая, мне меньше едят. Вон сидят. И как мне это задалбливает, когда меня жрут. Вот, особенно сейчас позднее станет, будет еще больше. То я просто переоденусь и все. Такие дела.
меня, кстати, гречка, а у вас рис, да? Где? Нет, какой-то пшеной, не знаю, что такое. А, пшенка. Может вообще макаронные изделия. Пшенка с тушенкой, по-моему. Можно я тут вот так конфискую маленько? Надеюсь, он не обидится. Не, надо порадовать. Сейчас мы чай попьем. Ну что, собираться, наверное, будем? Ну, будем собираться. Я еще думаю, надо Виктора дождаться все-таки. А если он поздно придет? Палочку. Что? Еще и меня засняли. А в поясе-то я не оденусь. Ну, Так. растягивайте там. Ух ты, он как затянут. Короче, Виктор нас решил проводить. Мужчины рюкзаки понесут, а я такая деловая, налегке пойду. Ну, какое-то время. Потом все равно придется тащить. Мы сейчас идем до следующего зимовья, там останемся на ночь. А завтра уже пойдем в путь дорожку уже свою. Такую сложную, непроходимую, мне так говорят. Посмотрим, что нас ждет. Блин, ломлю тут. Через кусты обхожу брод. Все люди как люди, идут нормально. А я тут голова одна из кустов торчит. Переобуваться лень. Я решила наш переход не снимать от избы до избы. Мы сильно бодро идем. Но вот проходим вот такие места красивые. Не могу не снять. Решила остановиться, быстренько снять. Кстати, Виктор решил нас прям до самой избы проводить. Тут получается от одной избы до другой 8 километров. По промысловой дороге, в принципе, идти не так уж сложно. Ну, где-то болотистая местность, где-то броды и кусты. Но, в принципе, нормально идти. И он решил нас прям до места проводить. Я иду налегке, вообще так классно. А завтра-то вообще жизнь начнется. Завтра никаких ни дорог промысловых, ни троп, ничего не будет. Он же все это время на избе оставался, на той вещи караулил. Там, ну, дрова заготавливал, все такое. И Сергея ждет, они потом сплавляться пойдут. Вот, ему скучно там сидеть, он решил нас проводить. А мне вообще хорошо от этого. Иду налегке. Изба на курьих ножках. Мы, короче, пришли. Да тут целая деревня. Андрей говорит, что уже все это уходит в небытие. Ну, понятно. Я не знаю, в этом или где ночевали. Но здесь вроде не видно. Блин, Натоптанное. солнце отсвечивает. Не, они ночевали. Вроде все как брошенное. Ну, бывает, останавливаются промысловики здесь. Но в основном, походу, брошено все. Посмотрел здесь амбары. Мне вот эта вот комната понравилась. Железом обита, Ага, чтоб мыши не залезли. Ну, я от медведя не знаю. А мыши, вот это, наверное, что мыши. круто. Уровень снега, Ага, по уровню снега сделано. класс. Мне вот это вот, что-то я так это и не понял. А, да. Или хлебопечка, или что. Потому что вот там, посмотри, лазов сожгли в такой. Ага. Ну, что тут? Чисто навес такой. Кушать. Только непонятно. Знак где там. старый. Ну да, типа Помойка. печки, что-то, что. А, слушай, это, наверное, хлебопечь. Да, Точно. да. Это вот хлебопечка. Типа тандыра. Это они хлеб здесь пекли раньше. Круто. Вот она деревянная обваловка, а там внутри кирпич. А та просто печь. Ага. Что у них с дровами проблем здесь нету. О, печка в углу стоит. Летняя кухня. О, рог. Круто. Летняя кухня. Очуметь. Я же вам про ведра говорил. Вон ведра под воду. Чистые ведра. Сколько домиков. Вон еще одна на курьих ножках. Блин, против это солнца, конечно, плохо. Это все это продукты, вещи хранить Ну, я поняла, что от подальше. мышей. Это, наверное, баня. Живность. А может, зимуха. Нет, похоже на баню. Только здесь зимой они, скорее всего, парятся, а там он летний еще внизу есть. А, да, Там потому что вода есть, а здесь зимой, когда снег, класс. чтобы далеко не ходить. Ну, это может даже какая-то подстанция, а может туалет. Но похоже, что механизмы какие-то стояли. Да, А это нарты будка самодельные. даже там есть. За водой, скорее всего, на речку. Хотя нет, вон видно, к этим недоходу цепляют. Ну да. Вот домик собачий, даже с этим. Только почему-то один.
А вот это тебе надо спросить уже у Андрея. Вот это вот что за конструкция, которую сделали помойку. Но это изначально была не помойка. Сейчас я вспомню, катух называется. Тоже собачья Ну, будка большая. мы, наверное, вот в этой будем, я заваленка полагаю. получалась. Мы вот в этой, да, будем? Да, в этой. Давай, снимай. А, ну, так, наверное, внутрь зайдем. Так, а ты высоко, А, мне ну. легче заходить. Сейчас зайдем, посмотрим, что там. Ух ты. Дверь-то какая. Прям ковром оббитая. О! Лыжи охотничьи, сколько тут шматья. Вау! Ух ты! Вот это изба! Смотрите, какая крутая. Ой, я вот такие обожаю избы. Чуметь. Вот и печь кирпичная. Кстати, нигде не видела кирпичных печей в избах. Вот, наконец-то. Круто. Нифига тут кроватей. Там чистая вода, Новоминская. Тут прям кроватей столько. На хозяйской посидеть без разрешения. Вперед, говоришь, поближе, чем назад идти за водой. Вот здесь вот от вам вниз дорога. К бане туда вот. Ага, понял. Круто. Ну эту печку, если день потопить, потом... Все, пока. Пока. Спасибо, Пока. что помог. Андрей, все-таки сколько лет тебе? Мне, да, не намного старше, 59 в этом году исполнил. А, 59? Да. А, ну все понятно. Мне-то 68 только Так, исполнилось. а ты какого года рождения? 57-го. Какая я 64-го, как-то интересно. Или кто-то из нас неправильно считает. Нет, 58, 67-го. Ну, а сейчас какой год? Вот ты тебя старишь. Молодой, красивый, высокий. Ну, посчитай правильно. В этом году 58 исполнилось. Не может быть. Мне 59. Давай, счастливо. Идем за водой. А место-то какое красивое. Вообще. Горы и тайга. Все, как я люблю. И солнце уже вечернее. Скоро зайдет. Цвета такие красивые. Пришли на какой-то ручей или речка. Ручеек. Ручеек. Тут вкус отличается, кстати, у воды. Вкуснее? Мне больше на чай понравилось. Тогда, может, на маму сходим? Там тоже проточно. Нет, да нормально, здесь просто извести больше. Вышла из избы прогуляться, посмотреть и вам показать, что тут вокруг. Там вон туалет. Тут вот ниже сарайчик есть, в нем что только нет. Вот столько дров пропадает, жалко прямо, они реально сгниют, потому что все эти избушки брошены. Все эти избушки это одной семьи большой. Они их все строили, и здесь жили, дети у них были. Мне так рассказали, фамилию не буду говорить, потому что вдруг нельзя. Вот, промысловики они тоже. Вот тут будки даже собачьи есть. То есть у них собаки были. Вот там какие-то полезные вещи остались. Вот в этот сарайчик я заходила. Там даже эти лыжи охотничьи есть. Ой, вообще такие хорошие. Жалко, пропадает все. Сейчас мы куда-нибудь зайдем. Посмотрим тут, что где. Мне рога, кстати, разрешили забрать. Это хорошо. Так, вот зайдем сначала в баню. Она вон, смотрите, вся заросла. Видно, что тут давненько никого не было. Все пропадает, жалко. Ну это, кстати, эти избы не так давно брошены. Совсем недавно. Ага, а печки-то, смотрите, нет. Печку-то забрали. Или украли, не знаю. Да, тут нет, тут украсть невозможно, значит, забрали. Может быть, даже сами хозяева, может, даже забрали. Какое-нибудь другое место. Так интересно в такие места попадать. Не знаю, как вам, мне лично интересно. И всегда жалко, что вот пропадает, стоит. То есть вот тут еще более-менее избы, которые еще, ну, можно следить за ними. Хотя вот в той, в которой мы остановились, там видно, что потолок уже провисает еще, наверное, ну, года 2-3.
выдержит, может, и рухнет этот потолок. Жалко, очень жалко. В такую хочу забраться, а вот лесенка я не заберусь, она сгнила. Блин, посмотреть бы, что там вообще, может, что-то есть даже. Сохранилось. Да, фиг я залезу. Лестница, все, кирдык. Короче, вы не поверите, я встала на эту лестницу, блин, опасно, конечно, стою. Фу, блин, елки, еще это комары, это мошка. Фига домик аж трясет. Блин, не могу открыть. О, знаете, что в щель там увидела? Там шкуры какие-то. Офигеть. Блин, нет, я сейчас упаду. Все, я слазю. Короче, я не могу открыть. Печаль, конечно. Но я в щель увидела, что там шкуры. Походу. Блин, еще за нос насадила. Походу, эти люди были охотниками. Но я думаю, законно они охотились, не браконьеры. Потому что мне говорили, что они разрешения там брали. Я сначала не поняла, на что, теперь понимаю, они охотники были. То есть у них все официально было. Я сейчас посмотрю, если смогу залезть, то посмотрим, что там внутри. Так. Ну вот этот сарай я вам уже показывала. И мне даже разрешили рог забрать. А почему разрешили? Потому что все равно все брошено. И как бы рог этот никому не нужен. А я как трофей себе заберу. Он не сильно тяжелый, нести нормально будет. Так, вот еще какой-то сыроюшечка. Ага, вот это от оленей. Да. Чего тут только нет. Ой, бедненькие. Шкуры висят. Я понимаю, что охота там, выживание, все такое, но мне, блин, жалко так всегда. Шапки. Еще шкура. Вот эта кофта вообще классная. О, вообще крутая. С оленем. Вот представляете? Она очень толстая. Ее наверняка сами вязали. Это свитер такой. Наверняка из чьей-то шерсти. Такой вот. Классный. Сколько тут вещей всяких. Ладно, пойдемте дальше. А, вот баня. Кстати, даже дрова есть. И пахнет прям баней. А, там тоже банька была. А это, походу, большая. Вот они печку оттуда, наверное, может, сюда перетащили. Вон даже игрушки, где они тут с детьми жили. А, нет, это не баня. Это еще одна изба. И, кстати, а вот здесь, наверное, было бы прикольнее все-таки спать, чем там. И она какая-то потеплее, поуютнее. Реально в той как-то холодно. И она так это задымлена вся. А тут, смотрите, прям беленькая такая. О, да, походу мужчины есть мужчины. Смотрите. Все в женщинах. Вырезки из газет. Часики. Там, кстати, в той избе часики хорошие. И прям они идут все. Ух ты. Машинка, помните такая? У меня в детстве такая у мамы была. Вот тут вот отжимать белье, прокручиваешь, вот так крутишь вот эту ручку. Вот, и туда белье пихаешь, и оно отжимается. А тут стираешь. Ничего себе, даже машинка есть. Вот печка хорошая, добротная.
Мне вот эта изба даже побольше понравилась, чем та. Ну ладно. Пойдем дальше. Дальше что тут посмотрим. Ну, вот это последний сарай остался какой-то. Ну да, там уже туалет, по-моему, какой-то брошенный. Ой, я, наверное, сюда не зайду или зайду. Зайду, не зайду. Опа. Оп, оп. Все-таки зайду. Сколько тут всяких железяк. Очуметь. Ладно, выходим. Представляете, куда я залезла? И что я открыла? Во, сейчас бы не шмякнуться только. Вот так вот я поставила бочку. Она вся, короче, шатается. Блин, еще комары жрут. Ёшкин. И вот видите лом возле моей локтя? Ну, не лом, а какой-то инструмент. Я, короче, им дотянулась, задвижку еле открыла. И им же открыла дверь. Вот. Сейчас бы не шмякнуться отсюда. Блин, любопытство превыше всего. Я вижу, что там продукты. Я сейчас камеру туда протяну, потому что сама не могу заглянуть, что там. Комары еще жрут. Простите за съемку, как уж получится. Короче, там, походу, еда. Что-то, может, еще. Я уже не вижу, что я снимаю. Так, наугад. Так, все, я закрыла. Блин, только бы не шмякнуться. Теперь как-то слезть надо. И не шмякнуться. Ух. Вот Алина. Бочка, вот представьте, стоит вот на корне, реально. Она просто реально неустойчивая. Я вот на такой бочке стояла. Могла шмякнуться. Так, надо лом. Лом это, короче, гайки закручивать, откручивать. На место положить. Такая вот любопытная я. Что сделаешь? Короче, здесь еда, а в том, получается, шкуры. Жалко, я его открыть не смогла. Кстати, в тот даже проще было добраться. А вот открыть не получилось. Там дверь просела снизу, зацепилась, и все. На такой высоте сложно открыть. Есть шансы упасть. А мне еще ходить несколько дней. Ноги ломать нельзя. Так, я тут, оказывается, баню пропустила. Что ли? Еще одну. Это уже более добротная баня, как мне сказали. Да, что-то ее как-то стороной обошла. О, раскладушка. Вполне целая. Колун хороший прям. Чурки хорошие. О, тут, смотрите. Тут, короче, даже не только париться. Тут, типа, даже спать можно. А вот печь огромная. Это машинка стиральная еще одна, что ли. Короче, не знаю, как она открывается. Да, баня. Горшок. Ха! У меня в детстве был подобный. Так, где там видно что? Во. В детстве у меня был подобный, только у меня чугунный был. Помню, как я на нем жопу обмораживала. С улицы принесут зимой и посадят меня на него. Вот такая печка с камнями. Вот здесь классно париться. Тут высокий полог.
Там, где мы парились, низкий. Жар плохо доходит. Тазиков, порошков. О, еще один горшок, кстати. Видите, тут прям с детьми жили. Машинки, горшки. Мочалки. Хорошенькая баня. Даже коврик у входа. Можно, типа, попарился такой и баиньки тут можно лечь. Дверь уже, кстати, просевшая. Интересное место. И сколько людьми вложено сюда. Куда-то пошла не туда. Сил, труда, чтобы столько построек построить. Даже столько работы. Вести здесь хозяйство, да, столько времени. Вообще в глухой тайге, блин, реально в дикой. А потом вот так все бросить. Жалко, когда избы пропадают. С другой стороны, охотниками меньше. Животные живее будут. Вот наши рюкзачины стоят. Сейчас мы будем чай греть на газу. Его варить сначала надо. Ну, я говорю, греть на газу будем воду. Трофей у меня теперь есть. Главное его пронести все эти дни через тайгу. Сломался. Не зацепился нигде. О, у нас какая раскладка. Печенечки, Мы только что сгущенка вареная. здесь, только что здесь разложили. Мы, короче, в этом походе мы, по-моему, только шикуем. Я думала, мы будем умирать там Вот чего с голода. Чего вы умирать-то будете, когда мы тут собрались вас кормить? Я такая набрала продуктов скромненько. А у них заброска, они все там По-взрослому, понабрали. да? Ну. На халяву-то на машине ничего не завести. И вот у нас тут чаек на газу греется. Обленились, печки-то пить не хотят. Творожное печенье. Шикуем тут. Валимся. Кофе, сгущенка вареная, печеньки творожные. Вообще. Что, раздавать или сначала карты? Ой, сначала попьем, потом в карты будем играть? Давайте попьем. Угу. То неудобно. Там Не отвлекаясь, да?